Всем привет, ребят, с вами Алексей24, у нас первый взгляд на бесплатную раздачу с Epic Games. С 10 по 17 марта можно абсолютно бесплатно забрать игру Cities Skylines в Epic Games Store. В данном видео я расскажу про данную бесплатную раздачу и, конечно же, дам свою личную оценку этой раздачи. Но имей в виду, в данном обзоре я лишь высказываю свою точку зрения, а решать только тебе. Не буду затягивать, погнали! Ты именно тот, кто любит играть в симуляторы, а тем более управлять целыми городами. Может, именно ты прекрасный стратег, экономист, градостроитель или управленец? Если ты так, игра точно для тебя. Градостроительный симулятор Cities Skylines выдержан в лучших традициях настоящей игры, при которой создавались собственные физические законы для перенесения их в игровую реальность. Как и в большинстве игр градостроительного жанра Cities Skylines, главным заданием игрока является именно строительство собственного города. Игрок занимается планированием зон застройки, размещением дорог, налогообложением, организовывает работу городских служб и общественного транспорта. Во время этого игроку нужно поддерживать уровень бюджета города, населения, здоровья, счастья, занятости, загрязнения окружающих среды, там воздуха, почвы, воды, поток автомобильного трафика и множество других факторов. Игра начинается с участка земли в 4 квадратных километра, небольшого запаса денег и набора начальных инструментов планирования. Карта является собой участок суши с возможным доступом к морю или к другим водным ресурсам. На ней уже расположены основные автомагистрали и железнодорожные пути, через которые в город игрока будут прибывать новые жители. Игрок размещает зоны застройки, жилые, коммерческие, офисные или промышленные районы, организовывает прокладку дорог, водопровода и канализации, электрифицирует город. Постепенно с развитием города и ростом населения становятся доступны новые здания, такие как школы, больницы, полицейские участки, пожарные участки, свалки и новые инструменты контролирования расходов и доходов, создания районов. С помощью инструментов создания и управления районами игрок может объединять части города в единые районы и задавать этим районам различные политики, например, поддержка малого бизнеса или повышение налогов для населения. Промышленным районам можно задавать различные специализации, такие как сельское хозяйство, горно-рудная промышленность и так далее, тому подобное. В новых обновлениях для жилых, коммерческих и деловых также появляются новые специализации: автономные дома, жилые зоны, продажа и закупка натуральных продуктов, коммерческие зоны, специализация на высоких технологиях, деловые зоны. Задания в городе имеют различные уровни развития, которые повышаются при выполнении определенных требований. Повышение качества обслуживания уровня образования либо здравоохранения и стоимость земли. Город постоянно находится в движении, им всегда интересно управлять. Хороший район с парками и университетами станет элитным, а если застройка плотная, то многоэтажки вырастут. Торговые империи, если обнаружится острая нехватка покупателей, на их месте точно ничего не возникнет, пока клиентская база не расширится, а фабрики и комбинаты мигом банкротятся при продолжительном дефиците кадров. Почему это так все происходит? Как и в любом хорошем градостроительном симуляторе, из-за ваших промахов. Пожалуй, чемпион среди них — избыток белых воротничков. Вы радостно строите школы и вузы. Горожане отчаянно грызут гранит науки. Хорошо? Сейчас да. Но в городе через несколько лет переведется весь пролетариат. А именно он — движитель промышленности. Конечно, выпускники престижных институтов тоже встанут за станок,
но лишь тогда, когда более приятные вакансии закончатся. Результат всему – все умные, а заводы стоят. Кто бы мог вычислить такую взаимосвязь? Конечно же мы, только опытным путем. Других столь же неожиданных подходов найти не удалось, но экосистема CTS Skylines от этого не становится хуже. Благодаря множеству факторов вроде стоимости земли или зашумленности, единожды построенный город не застывает в янтаре на 1000 лет, а живет и развивается, деградирует или даже тонет. Как и большинство игр этого жанра, CTS Skylines не имеет никакой-либо конечной цели, и игрок может развивать свой город без каких-либо временных ограничений. Ну и наконец наступил тот момент, когда я даю оценку данной игре. Это очень хороший градостроительный симулятор. Хоть Skylines стал проще в некоторых моментах после CTS XXL, но и подводных камней сложности, конечно, тоже прибавилось. Вас не будут вести за ручку по обучающей миссии. Новичков это явно отпугнет. Если вначале все простенько и интуитивно, то спустя 4-5 часов ты ломаешь голову, чтобы бюджет не ушел в минус. Серьезно, мне пришлось в одном моменте пересмотреть образование даже в городе. С другой стороны, разработчики игру не забросили, они ее совершенствуют. Игра предназначена точно только на фаната данного жанра. Остальных хватает на 2-3 часа. Отличный, как я уже сказал, градостроительный симулятор, интересные механики, возможность построить все что угодно, куча DLC и классная комьюнити. Но минус у игры тоже есть, и к ним я лично бы отнес большое разнообразие DLC и прочих дополнений, которые, ребята, они платные. Хоть и стоит каждый из них в районе где-то около 150 рублей, что-то 100, что-то 120, что-то 150, но это грубо говоря. Но, ребята, они все же платные. Стоит ли забирать эту игру с Эпика? А почему бы нет? Ребята, тем более на халяву платить ведь ни за что не надо. Несмотря на то, что дополнения, я уже сказал, платные, но вдруг когда-то, может быть, Epic и их начнет раздавать. Вот такой вот был обзор бесплатной раздачи с Epic Game. На моем канале я стараюсь каждую неделю делать обзор на бесплатные раздачи. Еще на моем канале выходят различные прохождения игр. Заходи, будет интересно. Ссылки на плейлист и весь контент будет в описании под видео. Подписывайся на канал и ставь лайк. И мы обязательно с тобой увидимся уже в следующем видео. Всем пока! Не переключайтесь.